именно поэтому этот поезд и интересен картелю. Единственная экономика, которая всегда остается на высоком уровне, это экономика Соединенных Штатов. Практически всегда помогают машинисты или работники железной дороги. Охраны нет. Я русский Фидель Кастро. Мы едем уже около 24 часов через пустыню Сонора. Туда приехало 88 солдат из Национальной гвардии, потому что некому защищать Текаде. Трудно иметь дело с такими людьми, понимаешь, но, кажется, они были достаточно справедливы с нами. Я не знаю, что задумал этот парень. Когда кусает скорпион, это очень больно. Болит, жжется, больно-больно. Мы спросили разрешения у картеля, чтобы можно было ехать на поезде, и они нам дали разрешение. Надеюсь, все будет хорошо, как бы одно дело. Ну, наверное, они сдержат слово, но просто все равно есть какое-то небольшое волнение на этот счет. Спасибо. Для нас поезд остановил картель, и картель нас на своей машине подвез к поезду, чтобы мы запрыгнули. Как они сказали, Синалоа Экспресс, мать его. Это пиздец. Были мысли, что они нас могут куда-то увезти, но все прошло нормально. До следующей станции смены бригад нам ехать 5 часов, и мы не знаем, что там будет на этой станции. То есть она контролируется, но мы конкретно не знаем людей, которые контролируют эту станцию. Не знаем, есть ли они сейчас там. И если они там есть, то у нас могут быть проблемы. Я думаю, что миграция — это возможность для лучшего будущего, для лучшего понимания мира, для больших достижений, для лучших условий жизни. Европейцы делали это, африканцы тоже до сих пор делают это. Азиаты тоже мигрировали, все это делали. Это человеческая природа — переезжать с места на место, так же, как это делают птицы. Это контейнерный поезд, у него высокий приоритет во всех странах всегда. И этот поезд едет из Гвадалахары, из самой Гвадалахары в Мехикали, на границу с Соединенными Штатами Америки. Собственно, именно поэтому этот поезд и интересен картелю. Проблема в том, что люди вынуждены делать это. Они обнаруживают себя в ситуации, когда у них нет другой возможности, кроме переезда в страну, в которой много денег. Поэтому, я думаю, важно объяснять людям, почему люди это делают, и надеяться, что другие люди смогут поставить себя на их место. Охрана, частная охрана этого поезда, она едет вот на этом вагоне, вот здесь вагон, и она едет на нем с другой стороны. Я этого не знал, но только что я высунулся и увидел их в экипировке полностью, они были, одеты в экипировке своей. Сегодня было 40 градусов жары. И прикол в том, что сейчас едем, и ветерок реально помогает остыть. Если бы сейчас поезд остановился где-нибудь и просто стал, нам бы очень быстро стало жарко. Еду, наслаждаюсь просто потрясающим закатом. Самые кайфовые моменты на Товарнике. Буду вспоминать это все, когда мне будет 90 лет. Если я, конечно, доживу до 90. Я думаю, мы замедляемся, потому что мы заезжаем на станцию, наверное. Трудно иметь дело с такими людьми, понимаешь, но, кажется, они были достаточно справедливы с нами. Я имею в виду, они действительно были. Это всегда рискованно ехать на поезде. Ты никогда не знаешь, что за херня может случиться. Всегда есть эта неопределенность. Хрен знает, что может случиться, когда ты доберешься до конечного терминала. Пока никого нет. Отличная лапша. Альденте. Мы сошли на станции смены бригад в небольшой деревушке. И здесь такой маленький отель, дешевый, по 150 песо с человека. Мы решили здесь провести ночь, потому что не хотим ночью путешествовать.
По-хорошему, нужно было бы ехать на этом поезде, потому что едет он до самой границы с Соединенными Штатами Америки. Ну, как минимум, мы сможем хорошо выспаться сегодня. Хорошо поспали. Сейчас очень тяжело путешествовать из-за того, что очень жарко, под 40 градусов днем, очень тяжело. Ты просто от этого устаешь. Что это такое? Мы в одной группе подруг. Поэтому, когда у кого-то день рождения, мы готовим что-то. Мы готовим такой подарок. 8000 песо. Вот здесь на станции встретили мексиканцев, которые путешествуют по Мексике в поисках сезонной работы. Сейчас ребята едут в Монтеррей, поедут через горный хребет. У меня нет желания оставаться долго в Монтеррее. Собираюсь поработать там около пары месяцев, может 3, а потом просочусь на север. Собираюсь перейти в Акунья. Многие говорят мне, что в Акунье самое то. Кто-то идет в поисках работы, работать в хорошем месте, найти постоянную работу. Мне нравится работать, мне не нравится шляться, грабя людей или типа того. Идем с местными мексиканскими бродягами, хоба, которые путешествуют по стране в поисках работы, забираться на поезд. И там впереди есть еще семья венесуэльцев. И они едут в США за лучшей жизнью, как бы тоже на поезде. Мы сейчас собираемся с ними, наверное, объединиться, чтобы было безопаснее ехать. Большую группу людей всякая шпана, скорее всего, испугается трогать. Ну, если только у них нет огнестрельного оружия. Это сложно. В моем случае я видел плачущих матерей, которые хотели вернуться, которые не хотели, не желали продолжать, потому что не хотели видеть смерть своих детей. Мы видели мертвых, тела на берегу реки, которые лежат там месяцами. Вода в реке поднялась, и 3 гаитянцев утонуло. Так, оставшиеся 2 остались живы, но рыдали и так далее. Им было тяжело из-за этого. Мигранты с Венесуэлы боятся, наверное, с нами ехать. Но мы им сказали, они выбрали такой вагон крытый, где очень-очень жарко, и там все в цементе. То есть, когда вагон поедет, воздух наполнится цементом, им будет нечем дышать. Ну, они смогут дышать, но это будет не очень полезно для здоровья. И там еще будет очень жарко. Но поскольку я так думаю, что поскольку они не отсюда, 1-й или 2-й раз едут на поезде, они боятся всего, как бы. Ну и представьте, мы такие типа подходим, ну им говорим там, давайте там поедем вместе, все такое. Что это такое? Камни. Для чего они нужны? Чтобы забрасывать любого, кто попробует ограбить нас или причинить нам вред, пока мы будем в пути, пока мы будем в дороге. Потому что нам не хватает оружия, ножей и всего такого. Мы не можем их носить. Вот это и есть наше оружие, как в доисторические времена. Мы обычные люди, отцы семейств, верно? Мы хотим дать будущее нашим любимым, которые с нами и находятся на нашей родине. Прощай, Лос Мочис, едем в Эн-Пальме. Летим! Единственная проблема, что этот поезд едет медленно. То есть, например, контейнерный поезд доехал бы до следующей станции смены бригад часов за 8-10. Этот поезд будет ехать часов 15. Там находится большая часовня. Что ты об этом знаешь? Ничего. Об этом святом. То, что он грабил для бедняков, помогал, и теперь он святой. Святой для наркодилеров. Благословляет их. Всей мафии он помогает. Благословляет их занятия. Иногда люди видят поезд и думают, что могут просто запрыгнуть на него. Это и приводит к несчастным случаям. И еще, из-за преступности в Мексике, организованная преступность делает путешествие еще более сложным. Криминальные группы, работающие в разных местах Мексики, которые контролируют маршрут путешествия, делают это путешествие еще более опасным. Знаешь, почему поезд остановился? Да вроде того. Почему? Они там загружают наркотики. Чуть дальше. Ждут чего-то. Серьезно? Да? Я думаю, мы поэтому остановились. У нас не будет проблем? Нет. Нет, сейчас поедем дальше.
В общем, по ходу из локомотива сливали дизель на продажу. Вот здесь, в этом месте, это обычное дело. Какое-то место, где его можно продать. В других местах так не делают, только здесь, потому что там его нельзя продать. Съедобное вообще? Жесткое, но вкусное. Подходя к первым домам, я уже не мог идти. Мои ноги, они меня не слушались. И я присел на тротуар рядом с одним домом. Там я и присел. И проходила одна женщина и говорит мне: «Сынок, что с тобой? Ты выглядишь плохо, ты выпил?» «Нет, — говорю, — меня укусил скорпион, и мой голос, у меня начал заплетаться язык. Типа у меня голос осип». И она мне говорит: «Подожди немного, дай мне принести чеснок и молоко из дома». И она мне принесла 2 дольки чеснока и молоко. Но когда я захотел выпить, как любопытно, я сделал глоток и почувствовал бурление, как будто у меня во рту была сода, все пенилось, все выходило наружу, и меня вырвало обратно. Когда кусает скорпион, это очень больно. Это тебе не муравей. Болит, жжется, больно-больно. Сюда укусил, ужалил несколько раз. Мы здесь втроем. Сейчас настолько жарко, что даже я спальник использую, ну просто под голову кладу. Ночка выдалась так себе. Мы простояли на этом поезде 10 часов. Что-то случилось с железной дорогой. Мы когда проезжали, там стояли работники железной дороги, ремонтировали рельсы. Из-за этого была большая задержка. У нас нет ни еды, вы столько не взяли с собой, ни воды много не взяли. Вот 4 часа утра мы только стартанули. Сейчас 6 утра. И едем, поезд едет на маленькой скорости 15-30 километров в час. Здесь вроде есть колонка с водой. А где здесь колонка с водой? Ну, мы только сюда приехали. Мы не знаем, где тут что. А охрана ушла. Мы ждем охрану, чтобы они открыли ворота. Там закрыто. Откуда вы такие? Куда направляетесь? В Мехикали. В Мехикали? Да. Сейчас уже 38 градусов. Здесь удобрения делают. Здесь, так сказать, фабрика удобрений. Такие ворота. И поезд, собственно, здесь поэтому и остановился, потому что оставить вагонов, чтобы их наполнили удобрениями. Смотри. Самолет. Спасибо. Очень любезно с вашей стороны. Спасибо. Привет, пес. Ты как? Может, тебе водичкой чуть полить? Раздобыли водички. Не знаю, как ее качество, можно ли ее пить. Ну, придется пить. Ну, как минимум умыться. Но пить реально уже хочется. Уже чувствуется, что нужна вода. Еще потеешь очень жестко из-за такой жары. Вы знаете, когда поезд отправится? Сейчас поедем.
Страна с лучшим уровнем дохода на душу населения – это Соединенные Штаты. Этим я не хочу сказать, что все страны Америки в плохом экономическом состоянии. Но, например, это касается венесуэльцев. Единственная экономика, которая всегда остается на высоком уровне, это экономика Соединенных Штатов. Нужно не забывать про утренние процедуры. Они очень помогают. Прям легче становится после тяжелой ночи. Там обрыв или что случилось? Разрыв. Еще немного и все. Отлично, сегодня доедем. Пабло, ты преступник. Солнце. Это защита от солнца, чувак. Этот поезд едет уже больше 24 часов. Хотя расстояние тут вообще херня. У нас нет воды, 5 кончилось. Очень хочется пить. Прям тяжело стоять на ногах. Возможно, потому что ничего не ели. До ближайшего городка 3,5 километра. Мы решили спрыгнуть с поезда и попробовать дойти, раздобыть воды, потому что, мы реально помрем. До трассы идти еще примерно километр трасса. Здесь не особо оживленная, но я надеюсь поймать там автомобиль. Здесь ты не хочешь сесть? Здесь нет. Россия? Да. И вы куда? Давай садись. Это столица России. Я русский Фидель Кастро. Приятно познакомиться. Я родился. Я видел Брежнева. Видел Путина. Мне нравится Путин. Красотища. Красота. Почти дошли до магазина, где есть вода. Господи, как я хочу пить. Никогда такой темы не было. Как тебе? Отпадно, чувак. Мне нужно было утолить жажду. Здесь живут рабочие в таких вагонах. У них наверху стоят нагреватели воды, чтобы была теплая вода. Висит одежда, сушится. Я думаю, что это, я не знаю точно, но, наверное, работники железной дороги. Такие вагончики у них специальные, где они либо могут отдохнуть после работы, либо они здесь просто постоянно, посменно, вахтовым методом дислоцируются. Там хороший вагон между красным и белым. Да, здесь. Дай мне спросить, едут ли они. Окей. Общаемся с машинистами. Здесь они очень, как это сказать, дружелюбные и часто очень помогают. Практически всегда помогают машинисты или работники железной дороги. Охраны нет. А вот именно машинисты, да. Можешь сказать, что они тебе сказали? Хорошо, дай мне перелезть. Ни одного контейнерного поезда не проходило через Куликан, сказал он. Узнаешь этого парня? Не особо. Давай говорить на испанском. Угу. Здесь уже люди сидят. Да. Этот уже отправляется? Это венесуэлец. Это ребята из Венесуэлы. Он едет в Мехикали.
Сначала он остановился на первые 10 часов, а потом еще на 4 часа. Именно так. Стояли Я был мы, просто не было обезвожен. воды. Не ты один. Да, всем пришлось туго. Мы почти померли. Да, было очень-очень-очень плохо. Где ты хочешь ехать? Не очень подходящее место. Другого места нет, чувак. Ну так что, поехали? Не знаю, что ты думаешь? Да, поехали. Поехали. С людьми. Мне нравится, что мы... Я рад, что мы близко к локомотиву. Это значит, что поезд едет сразу в Эрмальсию и в депо. Ага. Так мы будем подальше от конца поезда. Знаешь, я боюсь вот одного. Этот поезд очень короткий. Они будут добавлять вагоны где-то. В Эрмальсию? Нормосия? Да, там они добавят вагонов. Окей, let's go, entonces. Я говорю, смешиваю испанский и английский языки, потому что Пабло говорит на испанском, и Пабло говорит на английском. Он наполовину мексиканец, наполовину англичанин. Откуда едешь? Из Гвадалахары. Откуда родом? Мы едем из Мехикали. Тут запрещено снимать. Хорошо. Это частная собственность. Не волнуйтесь. Тут запрещено снимать. Частная собственность. Они собираются прицепить еще 50 вагонов к этому поезду. И потом он поедет дальше. Я имею в виду, мы можем остаться на поезде или... Что ты хочешь делать? Я помощник машиниста. Ты управляешь поездом? Нет, это машинист. Помощник машиниста отвечает за поезд. Раннее утро, мы проснулись на товарнике и сейчас подъезжаем к станции Каборка, станции смены бригад. Следующая станция уже Мехикали. У нас опять кончается вода, поэтому на этой станции нужно пополнить запасы. Как минимум нам нужно воды. Да. Потому что этого недостаточно для... Она почти... Мы почти все выпили. На самом деле мы не планировали на этом поезде так далеко ехать. Думали доехать до Эрмосио. Но в итоге мы уже в Каборке, то есть мы проехали Эрмосио. И следующая станция уже Мехикали. Уже граница со Штатами. Я не знаю, сколько им нужно времени на смену бригады. Мы не знаем, сколько поезд простоит здесь, поэтому быстро идем. Здесь реально нужно дохренище воды, канистры прямо. У нас были 2 канистры воды. Пабло свою выпил, я чуть больше половины выпил. Я надеюсь, у них есть эти большие... Я решил взять 10 литров воды с собой, ну на всякий случай. Еще вот такую взять. И, наверное, какой-нибудь электролит. Какой только выбрать. Вот такой выберем, допустим. Блин, реально волнуюсь, что сейчас поезд уедет. Пока стоит. Ты решил взять еще одну? Нет, только одну. Просто на ней нет наклейки. Я заплачу. С нами все будет в порядке с таким количеством воды. Да, именно. Это даже много для нас. Дружище,
Спасибо большое. Большое спасибо. Спасибо большое. Можешь взять это? Отдадим венесуэльцам. Люди могут быть очень добры. Да. Блин, поезд уже начинает двигаться. Эти 10 литров воды еще можно будет поделиться ими с людьми, которые путешествуют, потому что, я думаю, не у одних нас заканчивается вода. Но мы рискнули за ней сходить. Возможно, нас будут просить. Сеньор из машины, я полагаю, подарил нам свой завтрак. И мы только что распаковали, это оказались буррито. Да, буррито с фасолью и мясом. Спасибо его доброй душе. Потому что еды у нас нет, мы думали только о воде. Как бы без еды всегда можно продержаться. Я, бывает, просто специально не беру еды или беру очень мало. А вот без воды невозможно. Мы ехали и приехали в настоящую пустыню. Здесь начались дюны и очень-очень яркое солнце прям слепит. Даже в теньке приходится щуриться. И песок мелкий, летит пыль. На зубах даже начинает скрипеть. Повсюду эта пыль. Остановились на разъезде, ждем сейчас встречного поезда, пока проедет. Может занять несколько часов. Вот мы прям посреди пустыни, вокруг ничего. Ни городка, ни ничего, короче, ни магазина. Здесь проходит недалеко трасса автомобильная, по ней очень редко проезжают машины. Вот такое место. Поэтому очень важно на этом маршруте иметь с собой воду. Здесь военный пост, досматривают поезд на контрабанду наркотиков. По идее, сейчас будут досматривать. Эль доктор. У нас закончились наши 10 литров воды, на самом деле больше. Потому что у нас была еще вода. И мы едем уже около 24 часов через пустыню Сонора. 43 градуса жары. У меня болит голова. Довольно сильно уже. Я хочу приехать. Осталось ехать 2 или 3 часа, я надеюсь. И обычно я наслаждаюсь поездками на товарниках. Но в этот раз как-то очень жестко. Очень жесткая пустыня, очень жарко, очень тяжело. Было много сложностей на нашем пути. Одна из них сейчас – это жара. Сейчас очень жарко. Сейчас больше 40 градусов по Цельсию. 24 часа на этом поезде. На деле больше, потому что мы запрыгнули на поезд в районе 6. А поезд отправился в 8. Мы добрались до Мехикали, наконец-то, после стольких дней путешествия.
Фу, кайф. Конечно, местечко так себе. Там какой-то тип идет нам навстречу. Но я реально рад, что мы сделали это. Мы добрались до Мехикали, до границы со Штатами. Будь готов. Я не знаю, что задумал этот парень. Мигранты с Венесуэлы тоже добрались. Мы все вместе, в общем, здорово. У этого чувака там просто пакетик с вкусняшками. Охрана. Все тут как тут. Не снимай, нельзя снимать. Да мы пейзажи снимали. Меня реально задолбали эти охранники, у них нет никакой юрисдикции проверять документы наши. То легче им просто что-то показать, типа я им права даю, чем спорить с ними. Ну заебывает реально. Тоже надо показывать, что нельзя так, как бы... Вода. Кстати, эти ребята довольно подготовленные. У них был даже с собой на поезде холодильник. Они купили холодильник Вокса, заложили туда льда, много воды. И у них всю поездку была прохладная вода, короче. Еще у них есть палатка. В общем, они подготовленнее, чем многие другие мигранты, которых я встречал. Довольно прошаренные, в общем, ребята. Зашли в Walmart вездесущий. Тут туалет. Умыться, привести себя в порядок чуть-чуть после дороги. А вот так в городе Мехикали кончается железная дорога, точнее не кончается, а продолжается в Соединенные Штаты Америки. Стоят ворота, стоят вышки с камерами, и на этих воротах такая табличка, что осторожно, радиация, когда горит красный свет. То есть, когда поезд заезжает на территорию Соединенных Штатов, его сканируют рентгеном, чтобы понять, не везут ли там контрабанду или не спрятался ли там какой-то человек. А это там, где переводят мигрантов, или воруют нефть из трубы, или там, где контрабанда наркотиков и оружия. Это все там, понимаешь? Железная дорога, которую мы ищем, находится рядом с ранчо Джо Билл, она там проходит. Хорошо. Хотите посмотреть именно тот тоннель, который проходит там? Да, я думаю, я знаю какой. Но будьте очень осторожны, потому что на деле там очень опасно во всех направлениях. Только что просили в Мехико, чтобы сюда приехало 88 солдат из Национальной гвардии, потому что некому защищать Текаты. Такие вот дела. Сейчас все в напряжении, что-то может случиться. Будьте очень осторожны. Они как раз... Хорошо, мы сейчас все взвесим и спланируем. И один вопрос. Давай. Ага. Ты знаешь, кто с кем воюет за эти территории? Я предполагаю, что картель Синалоа и картель Халиско. Хорошо. Мы идем через настоящую мексиканскую пустыню по старой заброшенной железной дороге. Здесь очень жарко, 40 градусов жары. Я надел мексиканскую шляпу, намочил платочек, чтобы мне было легче продержаться в этом путешествии. И это старая заброшенная дорога, она с деревянными шпалами и с ржавыми рельсами. Она ведет в очень интересное место, в очень секретное место. Она ведет в Соединенные Штаты Америки. То есть эта дорога впереди упирается в горы, и в горе туннель. И этот туннель выходит со стороны Соединенных Штатов Америки. Здесь, кстати, впереди летает вертолет, потому что здесь впереди стена на границе Мексики и США. Там летает вертолет пограничной службы Соединенных Штатов Америки и как бы патрулирует это все. Кажется, что здесь просто произошел обвал с горы и железную дорогу завалило камнями. Но на самом деле вот эта арка – это въезд в туннель. То есть туннель просто, который был, схлопнулся, обвалился.
И поэтому железную дорогу завалило. Деревянные шпалы, ну, щебень такой потемневший. В общем, видно, что дорога старая, и это какой-то ей придает особый уют. Мы почти дошли до границы, и здесь, на железной дороге, можно обнаружить остатки одежды чьей-то. Здесь нижнее белье, просто одежда верхняя, маска от ковида. Возможно, мигранты здесь переходили границу, это их вещи. Здесь стена, а вот здесь наверху по горам идет часть стены, но она кончается как бы. Вот здесь вообще нет ее. Куда вы направляетесь? Извините? Куда вы направляетесь? Добрый день. Добрый. Извините, куда вы направляетесь? Что вы тут делаете? У всей этой границы действительно есть. У всей этой границы есть хозяин. Хозяин из криминальной организации. Я не буду погружаться в детали. Нет, мы знать этого не хотим. Иногда они следят за вами, а вы здесь как на ладони. Они вас видят, и здесь везде наблюдатели, они там, наверху, в горах. Это наведет их на мысль, идут какие-то люди, и они нам не заплатили. Или не знаю, потому что они здесь повсюду, верно? Да. Так что... Ради справедливости стоит сказать, что мы практически дошли. Не дошли, где-то 200 метров оставалось до туннеля. Уже были видны Соединенные Штаты через туннель. Ну да, как я и думал, там установлены решетки, то есть там так просто тоже не пройти. Здесь патрулирует вертолет, и они вот сказали, военные, что сейчас вот здесь на гору взбирались, походу взбирались то ли мигранты нелегальные, ну какие-то люди, то есть хотели попасть в США, и вертолет прямо завис очень низко над горами, практически приземлился на землю. Они прибежали, все такие запыханные, видно, неслись к нам со всех ног, и у них оружие, оно заряжено, то есть у них магазины полные патронов, и оружие заряжено. Лейтенант был злой, нет? Да, им не понравилось. Он сказал, чтобы мы ушли. Или вызовут миграционную службу, но как они собирались вызвать миграционку, чувак? В этом нет смысла. Они не особо в этом понимают. Да кому мы нужны? Или, чувак, миграционку вызывают, если люди занимаются чем-то нелегальным, или пытаются перейти в Мексику, или если это касается миграции. А мы ничего плохого не делали, потому что мы были на мексиканской территории, чувак. Проблема в том, что эта зона контролируется нарко. Так в этом и была проблема. Да, чувак. Тихуана — это место, куда съезжается весь свет с разных мест, знаешь. Очень космополитичный город, верно? Наше путешествие заканчивается в этой захламленной квартире. Мы здесь вписались у знакомого Пабло. И, ну, в общем, у него здесь то ли склад, то ли еще что-то. То есть полквартиры используется как склад. И сегодня мы расстаемся с Пабло. Я еду дальше. Он возвращается в Мехико. В общем, классное вышло путешествие. Всем спасибо за внимание. Всем пока и до новых приключений.